надеюсь, что мы сейчас на самом деле расслабимся. Латвия — это бандитская страна. Если я буду об этом направо и налево рассказывать, то мне уехать не дадут. А как это будет, наверное, классно одеться в цвета российского флага. Я могу хоть вот так тебя слушать. Пришла к пограничникам и говорю: надо, мне кажется, валить отсюда. Вам политическое убежище нужно? Ну, да. Провокационный вопрос. Чей Крым? Да. На какую камеру Вика может представиться? Я ее сейчас попрошу это сделать. На тебя. Хорошо. Вот, на Семена, соответственно, представьте, пожалуйста, коротко, как тебя зовут и кто ты теперь? Меня зовут Виктория Матуль, я приехала из Латвии, вернее, сбежала, и теперь я беженка, получается. Вот так. Вика, можно на «ты»? Удобно? Да, комфортно? Да, Отлично. Расскажи, что произошло, как ты оказалась здесь, и ты сказала, что ты сбежала. Что это значит? Ну, получалась такая ситуация, когда началась военная спецоперация, я посмотрела на мнение людей вокруг, то есть... Ну, там люди верят в пропаганду с украинской стороны, с латвийской. Латвийская пропаганда — это тоже та еще дичь, не побоюсь этого слова. Pieredzējām, kā neslēpjoties tiek atbalstīta Krievijas agresija un kāds ir Krievijas veidotās propagandas atspulgs iedzīvotājos mums līdzās, te Latvijā. Я посмотрела на мнение людей и поняла то, что, ну, явно происходит что-то не то, потому что я читала новости в Телеграме, там, на разных каналах, и, скажем так, ну, я видела что-то альтернативное и понимала, что на самом деле происходит. Ну, я начала снимать видео в ТикТок для того, чтобы, ну, освещать эти события и показывать людям альтернативную точку зрения. Следующий пункт номер 100. Каждый имеет право на свободу слова, которое включает в себя право на получение, владение и распространение информации и высказывание своих взглядов. Цензура запрещена. Тут мне есть что сказать даже лично за себя, ведь мне неоднократно удаляли видео и сносили аккаунты в ТикТоке, когда я просто рассказывала о новостях и высказывала свою точку зрения. Ты русская из Латвии, Да. Да? Но у тебя паспорт Латвии, Да. соответственно. А расскажи тогда с самого начала, вот в какой семье ты родилась и выросла, да? Соответственно, родители, ну, как-то взгляды, ощущения. Родилась я в Даугавпилсе, это вообще русский город, ну, в основном. Родители у меня, ну, получается, папа по национальности поляк, но чисто русский человек, это я вам могу 100% сказать. Ну, фамилия польская, да, как я понимаю? Да, как раз. да. Угу. А мама вот у меня русская, и у меня бабушка вот по папиной стороне, она вообще гражданка России, ну, и как бы всю жизнь разговариваю на русском. Меня папа там вот смотрит там русские новости какие-то по телевизору. То есть у меня бабушка с дедушкой и папа, ну, в принципе, всей семьи, они себе подключали только российское телевидение, латвийское они никогда в жизни не смотрели. Когда я была еще маленькая, совсем мне даже лет, 10 лет не было, мне папа дал такую толстенную книжку, она называлась «Война и дети», как-то так. И там описывались вот все ужасы, которые происходили с детьми во время Великой Отечественной. Фотографии были разные. Я вот ее прочитала, и у меня прям с того момента какое-то определенное мнение все-таки сложилось, что фашизм — это плохо, и то, что люди, которые против него, которые его побороли, ну, это герои. Расскажи вот про момент вот решения бежать. Что этому предшествовало? Почему ты решила так сделать? Да, у меня вокруг моих всех знакомых начали вызывать на допросы. Это было уже после 10 мая, после инцидента там около памятника. Видео уборки цветов вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Вригас Межи утверждает, что действовали согласно плану, разработанному государственной полицией на 8 и 9 мая. И потом одну девочку, вот моя ближайшая, так скажем, знакомая, к ней приехали, она тогда была в техникуме в своем, к ней приехали, забрали ее на допрос, провели у нее обыски дома, забрали всю технику на проверку. Ну вот, она мне об этом обо всем рассказала, и я думаю, надо, мне кажется, валить отсюда. И там спустя неделю, наверное, я уже уехала в Беларусь. Угу. А потом?
получается? Потом в из Беларуси Россию, в куда Россию. конкретно? Ну, я вообще просто на границу пришла к пограничникам, я говорю, ну, я им рассказала коротко о своей ситуации, они говорят, вам политическое убежище нужно? Я говорю, ну, да. Вот, и они меня потом отвезли к ним в отделение там в Себеж, а оттуда меня уже отправили в Псков. То есть, ну, сначала я там была. А давай вернемся к событиям 10 мая как раз. Что происходило как раз тогда? Про флаг, про Сашу. С утра, как вам известно, у нас от памятника освободителям Риги убрали цветы, используя трактор. И, ну, я об этом сняла тоже сразу же ролик, выложила его. Если ваша бабушка или дедушка воевали на войне, или вы знаете какого-то ветерана, пожалуйста, покажите им это видео. Несмотря на то, что сейчас сносятся памятники, убираются цветы, мы помним. Я могу сказать с уверенностью, что моя семья помнит, и каждый член моей семьи благодарен вам. Сказала, давайте пойдем принесем еще цветов, и у меня появилась идея около памятника снять видео для, ну вот, в поддержку ветеранам. И, ну, мы договорились с моим молодым человеком, что мы туда пойдем, ну, после его работы. Это был Саша Дубьяга. Нет. Мгм. Я с ним познакомилась только там. Ну, в общем, за 10 минут до выхода из дома ко мне в голову приходит такая идея, а как это будет, наверное, классно одеться в цвета российского флага. Таким образом, ну, во-первых, выразить протест нашим властям, а во вторую очередь мне хотелось показать русскому народу, что, ну, вот, несмотря на всю эту русофобию, как бы не стоит стыдиться, ну, нашей национальности. Вот, и у меня при этом не было ничего синего, у меня вот была белая блузка, красная юбка, но у меня был синий плед, я от него отрезала ленточку и повязала ее как пояс. Спасибо всем тем, кто пришел вчера. Спасибо вам огромное, и давайте продолжать. Девчонки, такие девчонки. Потом, ну, около памятника, мы сначала туда пришли, вот, ну, где-то часов 4 вечера, принесли цветы, памятник был огорожен забором. И там как бы был такой бортик, мы прошли через него, просто я говорю, я хотела снять видео в поддержку ветеранам, чтобы немножечко поближе к памятнику подойти. И после этого к нам подошла полиция и попытались нас задержать, ну вот якобы за то, что мы прошли за ограждение. То есть к 9 мая та часть местных жителей, которые это ветераны, да, те, кто поддерживают Россию, те, кто хранит историческую память, да, к 9 мая, соответственно, они несли цветы к памятнику. И насколько вот я помню, мы помним, эти цветы многократно бульдозерами, да, сминали, увозили, выбрасывали, а потом речь зашла о том, чтобы памятник, в общем-то, снести. Я передала полицейскому букет тюльпанов, да. И все. Дойти, конечно, не разрешили. Это абсурд. Это не демократия и не свобода. И мне жаль, что я живу теперь в таком государстве. Я думаю, Думе было плевать, какого цвета там цветы. Я смеюсь. Да. Я про то, что... Не смешно, только вот ужас. Какой вандализм. Я про то, что они же сами объявили этот день траура. Решение о сносе памятника они приняли после 10 мая, потому что вечером там, ну, пришло много людей. Ну, там народные стояния фактически были. Да. Посмотри, вон стоят, видишь, все перекрыли, оградили. Вот, и как бы они попытались это все выкрутить так, как будто мы там устроили какой-то бунт, в общем, что мы все такие плохие, и поэтому вот они приняли такое решение. Хотя по факту там, ну, там абсолютно о другом было. То есть тем вечером, 10 мая, когда вот собралось там много людей, такое на самом деле было единство, то есть там кто-то стоял, пел песни, вот, ну, о Дне Победы, все носили цветы, ко мне там много кто подходил, фотографировались со мной, там говорили «молодец». Всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. Это праздник, сединою на висках. Это
слезами на глазах. Ну, то есть я вспоминаю этот вечер, я прям, ну, мне, в общем, очень-очень это было здорово и классно. Когда ты решила выйти, ты понимала, что тебя могут закрыть, что тебя могут начать преследовать? Ну, на самом деле, вот прям такого понимания не было. У меня больше было страх, что мне там могут что-нибудь на улице сделать, потому что у нас, ну, много агрессивных людей, тем более в Риге, ну, это, так сказать, скопление их там. Вот, и у меня прям руки и ноги дрожали от страха, но я в итоге такая, типа, так, все, пошли. Ты упомянула ветеранов, ну, тех, соответственно, не тех самых ветеранов, которые маршируют в марте каждый год. Сегодня несколько десятков нацистских ветеранов, а также активисты радикальных организаций прошли с флагами и возложили венки к памятному знаку. Некоторые надели военную форму с отличительными знаками СС. Да, ветераны СС, имеется в виду ветеранов наших, да. Второй мировой, Великой Отечественной для нас. Их много осталось? Ну, там буквально там единицы. Остальные это вот их дети, внуки, кто приходит к памятникам. И да. как ветераны себя чувствуют в Риге вот до и после марта, как они сейчас себя чувствуют? Ну и, соответственно, их дети, они какие, они что они поддерживают? Ну, наши ветераны, им, соответственно, ну, им больно, конечно, но никто не может открыто там выражать свою позицию. Они боролись против того, что сейчас возрождается. Ну, фашизм, да. фактически, да. открытый. Поэтому, ну, не только русские, есть и латыши, которые это все не поддерживают, которые это все понимают, и они иногда публикуют тоже вот видео в соцсетях, я наблюдаю периодически. Они говорят, что Латвия это, ну, неофашистское государство, то есть уже открыто об этом заявляют. С этого дня, короче, я для себя даю признание страны, что Латвия стала неонацистской ультрастраной фашизма. Это недопустимо, но это факт. Это просто полный пи***ц, что творится в Латвии. 33 года прожил, мне казалось, что Латвия это спокойная, мирная страна, но нет. Оказывается, это ультранеонацистская страна. Какие санкции за это? Что им сейчас грозит в их государстве, когда они высказывают? В первую очередь, ну, вообще, на самом деле, я не знаю, что это за приколы такие, но латышам, которые вот так вот высказывают свою позицию, особо ничего и не делают. То есть, вот как бы, если ты русский, тогда начинается действительно какое-то преследование. А латышам, насколько я видела, приезжают спецслужбы домой, проводят, ну, беседы, так сказать, какие-то. Ну, то есть такая сегрегация, да, имеет место быть? Ну, назовем это да. своими словами. Скажи, а где сейчас находится вот то, что от памятника осталось? Там шла речь, ну вот мне подруга рассказывала, что хотят этот памятник весь перемолоть, как бы сделать труху и в асфальт заложить, чтобы люди еще по нему ногами ходили. Но я не знаю, насколько эта информация проверена. Угу. Ну, в принципе, было можно бы от них этого да. ожидать, да. А что при этом означает быть русской в Латвии? И вот та русофобия, о которой говорят, как это выражается в обычной жизни? То есть, если ты себя определила, скажем так, да, свою национальную принадлежность, ценности, да, историческую память, вот в каких моментах ты сталкиваешься с этим неприятием? Там? Я жила вот в Даугавпилсе, там, в принципе, ну, нету каких-то конфликтов на национальной почве. У меня всегда было, на самом деле, много латышей, друзей. Но вот после того, как я начала снимать видео, кто от меня просто отвернулся. То есть, ну, кто-то, ну, просто вот перестали общаться и все, никто ничего не говорил, а кто-то мне, ну, начал там что-то писать, что-то там говорить, как-то вот про то, что там русские такие плохие, ну, про армию, вот, ну, и я такая, ладно, давай-ка мы на этом наше общение закончим. Ну, то есть март на все повлиял, вот как было до этого?
вообще все было нормально. У меня единственное, что некоторые друзья-латыши, они, ну вот мы начинаем общаться, они говорят, что я на русском говорить не умею, ну и, соответственно, мы разговариваем на латышском. Потом я чисто как-то невзначай слышу, как они разговаривают на русском где-то, и при этом не так уж и плохо. Ну, вот в этом плане. А так никаких оскорблений, унижений или еще чего-либо до начала военной спецоперации не было. Единственное, вот у меня друзья какие-то мои, они рассказывают, что они сталкивались с русофобией. Например, у меня подруга еще давно, наверное, в начале 2000-х, получается, она пришла к доктору. Доктор была латышка, она русская, и когда доктор узнал о том, что она русская, вместо того, чтобы начать ее лечить, она начала читать ей лекцию о том, что если бы не Советский Союз, то сейчас жили бы как в Финляндии. И у них у многих такая риторика на самом деле. Слушай, а можешь рассказать подробнее для людей, которые не сталкивались вообще или еще с такой ситуацией, что нужно молниеносно собирать сумки и ехать в один конец? То есть это что? Как бы за что хвататься? Это пауэрбанк, не знаю. Понятно, что там носки, трусы, смена белья, да? Это ясно. Но вот условно, хочется понять, что ты взяла, за что хваталась, и, может быть, что не взяла и зря. Да тут, ну, у меня не было такого списочка, так сказать, я даже не знаю, что посоветовать. Тревожного рюкзака не было, да? У меня было дома все прибрано на случай, если ко мне придут спецслужбы. Вот, а так, ну, блокнот, ну, я там просто сценарии записывала для своих видео, компьютер, телефон. При этом перед уездом я купила себе там с рук новый телефон и оставила свой старый с сим-картой там, потому что, ну, по телефону, вероятнее всего, отслеживают, потому что они очень много чего знали, и того, что как бы, недоступная, так скажем, эта информация просто так. Но они о каждом человеке, за кем они начинают следить, они знают абсолютно все. То есть там даже какие-то моменты из прошлого, мне просто, знакомые, которых тоже там забирали на допрос, они об этом обо всем рассказывали. Потому что, в принципе, там на самом деле работает не просто вот латвийские спецслужбы, они работают вместе с НАТО. То есть, по сути, получается, это спецслужбы НАТО со всеми их техническими наработками, ну и так далее, и возможностями, да? Ну, как я предполагаю, что если бы это были исключительно вот изолированная работа латвийских спецслужб, ну, такого эффекта бы не было, да? Им это вряд ли доступно. Я тоже так думаю. Давай вернемся к тому моменту, когда ты начала читать то, что тебя мотивировало потом к выходу на акцию 10 мая, и то, что привело к побегу. То есть вот условно, ты же, мне кажется, не была так политически заряжена, да, так включена в эти процессы. То есть вот ты говоришь, села читать. Что ты читала и что удалось узнать? Скажем так, до военной спецоперации я вообще была человеком, который не вовлечен в политику. Я на самом деле сейчас понимаю, что это была моя ошибка, потому что все-таки нужно обращать внимание на то, что вокруг происходит. И я просто как бы жила своей жизнью, не обращая внимания на что-либо. То есть ты училась? Не училась, я работала. По какой из профессии, кем ты работала? Крупье в онлайн-казино. Вот. И когда началась военная спецоперация, у меня первая мысль была, типа, что это происходит такое, почему там Россия напала на Украину? Ну, в общем, обычная риторика обычного человека, который ни в чем не разбирается. Вот. И у меня был друг, он из Йошкар-Олы. Он мне начал присылать видео, что украинские военные делают с русскими пленными. Сделай стороны. Где? Вот как туда заходить, с левой стороны. С левой стороны, где? Говори. Откуда? Я это посмотрела, потом начала изучать информацию по поводу Украины, что там вообще происходило все эти 8 лет. Ну, то есть Новороссия, Донбасс, ты ощущаешь, что это наши люди, наши ребята. Да. На твой взгляд, сугубо личный, в чем оказалась неправа Украина за это время? Что на нее нашло, назовем это так?
Потому что, с одной стороны, действительно там, ну, мы понимаем, что с обеих сторон гражданским тяжело от этой ситуации объективно, абсолютно, сейчас без всяких оценок. Но, тем не менее, ты погрузилась в ситуацию, и это тебя привело не к поддержке Украины оголтелой, да, условно, что делают там твои соседи, знакомые и так далее, а привело к другой точке зрения. Почему? Хотя, казалось бы, как ты говоришь, Россия напала на Украину, это популистская, да, история, Да. и в нее проще всего погрузиться. Конечно, да. Это проще всего кричать, такая короткая фраза, удобная. Вышел, крикнул, и молодец, тебя поддержит. Почему ты на это не повелась? Ну, я говорю, первые несколько дней я повелась, то есть у меня было такое, единственное, что я не кричала ничего, и, ну, то есть я просто, ну, как есть, как есть. Вот, ну, ты приняла это как факт. Типа. Да, ну, а что я типа сделать могу? Я-то на это не могу повлиять. Я не знаю, мне просто, наверное, аналитический такой склад ума, и то есть я какую-то информацию узнаю, я в первую очередь не доверяю каким-то громким заголовкам, и когда я начала слышать истории про то, что там русские солдаты насилуют детей, старух, дедов, там, кого только не насилуют, едят собак, воруют унитазы, я такая, да. ну, типа, ну, подожди, да, насилуют чайными ложками, да, вот все это мы прекрасно слышали. Кстати говоря, эта история была абсолютно с самой же украинской стороной объявлена фейком, сняли, как ее зовут, забыла. Данила. Покажем портрет. Да, и, кстати, ну, вот масса людей, которая поверила, на новость о том, что это все было фейк, она, конечно же, не увидит и не заметит, и останется со своим лживым мнением. Вы же знаете тот случай, который мальчик, выживший в 6 лет, при котором насиловали его мать, он посидел. Ну, в общем, да, надо все-таки иметь какое-то критическое мышление, подвергать, ну, не все, но многое сомнению, видя какие-то новости. То есть нужно в принципе, понимать такой момент, что многие новости направлены на то, чтобы вызвать какие-то определенные эмоции и чувства у человека. И вот нужно видеть, что конкретно пытаются тебе донести и показать, и вызвать... Какую эмоцию вызвать, да. И особенно если ты без повода заводишься внезапно, то, наверное, стоит задуматься, перепроверить, а были ли ложки чайные и так далее. Потому что чем невероятнее версия, да, чем больше она муссируется, чем больше она вызывает внутреннего отклика, что такого не может быть, это чудовищно, но вот я верю, поскольку вот тут везде трубят. То, скорее всего, это, по сути, информационная атака. Да? Я не знаю, мне кажется, что это не просто так. То есть, не может такое быть, происходить просто так с людьми. Это было сделано, работа над человеческим общим каким-то сознанием. Не хочется, конечно, говорить о туплении, но что-то сродни того. Кто-то из великих, кстати говоря, называл этот век веком невежества. Вот, собственно, я подпишусь. Другое дело, что это, безусловно, целенаправленная история. Скажи, как начали относиться к России с марта? И как это в обычной жизни стало выражаться? Негативно в основном. Есть, скажем так, люди, которые нейтрально настроены. Наши русские, они, соответственно, поддерживают Россию. Но есть там в Латвии такая небольшая часть общества, национал-патриоты, можно их так назвать. Хотя нет, на самом деле нельзя, потому что это совершенно о другом. То есть их а-ля патриотизм, он завязан на том, чтобы гнобить как-то Россию, русских, ненавидеть их, хотя они не замечают, грубо говоря, бревна в своем глазу, потому что то, что сейчас происходит в Латвии, мне кажется, что можно было бы заняться своими внутренними проблемами, вместо того, чтобы кричать, что у нас какой-то плохой сосед. Расскажи, кто остался у тебя в Латвии? Все, я туда одна уехала. Родители? Да. Ты одна в семье? Или у тебя есть Нет, у братья и меня сестры? младших брата 2 и 1 сестра. И ты говорила, молодой человек у тебя был. Уже нет. Расскажи, как они отреагировали, как решали?
Я уже какое-то время жила самостоятельно, и то есть моя семья в моей жизни решений никаких не принимает. То есть я просто, я даже им не рассказывала, потому что вообще, то есть я по телефону ни с кем особо не общалась, особенно на эту тему. И я их уже просто поставила перед фактом, когда была в Беларуси. Просто Серьезно? ради безопасности, да. То есть ты абсолютно не говорила, все было в тайне? Да, потому что, была большая вероятность того, что если я буду об этом направо и налево рассказывать, то мне уехать не дадут. Угу. Какая была реакция? Мама, она изначально за меня переживала, то есть мне там, она больше с той позиции, что ой, не надо никуда там лезть, не надо ничего делать, там, чтобы тебе ничего не было. А папа, как узнал, он такой, молодец, доча, я с тобой, продолжай в том же духе. И папа потом узнал, он такой говорит, попадешь в Россию, там я к тебе потом приеду. И на самом деле я очень-очень сильно бы хотела, чтобы все просто наши люди оттуда уехали, потому что то, что я вижу, что сейчас происходит, ничего хорошего, явно не будет. А мама поменяла свое мнение или также считает, что зря ты в это все ввязалась? Да, все так же. И она мне буквально тут, может, несколько недель назад по этому поводу мозги парила. А молодой человек на каком этапе отвалился? Знаешь, я, наверное, не очень хочу об этом разговаривать. Он просто это был не тот человек, вот и все. Не на политический. Нет, не на политический. Хотя, честно, я не знаю, может быть, там что-то за это время, пока меня не было, потому что, он там остался, и, может быть, там, я не знаю, кто-то на него повлиял, может быть, еще что-то. То есть я этих всех моментов не знаю, мне об этом никто ничего не говорил. Так что, вот такие дела. Понятно. Ты рассматриваешь для себя возвращение в Латвию? Вообще такое может быть? Только если она войдет в состав России. Только в таком случае. Рига — русский город. Потому что, мне просто, у меня знакомый на границе работает, он мои данные проверял через базу, они там отмечены красным цветом. Если на границу попадаю, меня пакуют. Да, если честно, не особо хочется. Мне некоторые эти национально озабоченные латыши писали там, что если когда ты вернешься в Россию, ходи, оборачивайся, бойся, мы всех там это зафиксировали, бла-бла-бла. Честно, мне просто даже не хочется жить в такой стране, где так много ненависти. Я когда сюда приехала, я, наверное, просто мне так повезло, что я оказалась в кругу хороших людей, и это на самом деле было очень приятно. Откуда такая ненависть там, и чем она подпитывается? Эта история, скажем так, берет свое начало еще, наверное, даже с конца Великой Отечественной войны. То есть, латышские легионеры Waffen-СС, их дети, которые сейчас там ходят на эти марши, на марше 16 марта, там не осталось уже этих легионеров, то есть нет, там просто ходят какие-то вообще, другие абсолютно люди, но это просто ряженые, что ли? Типа того, это просто показывает их позицию. Кто подпитывает ее, на твой взгляд, позицию? И кому она выгодна? Русофобская Латвия, кому выгодна? Англосаксы, можно таким словом выражаться. Кто у нас мировыми процессами руководит? Это полицейский в виде США, Лондон, Брюссель. Собственно, они-то все они ж не только в Латвии работают, то есть там затронута вся Прибалтика, Польша, Казахстан, Грузия, все бывшие республики СССР. Это, кстати, к вопросу про декларируемую на каждом углу, по крайней мере, в августе прям был целый бум материалов и статей о деколонизации. Может быть, вы видели, там из каждого утюга про нее говорили, соответственно. Ты упомянула как раз те регионы, которые, по сути, предполагается поджечь изнутри. На фоне идеи, что Россия колонизировала эти территории, им нужно восстать, воспрянуть и пойти против нашего государства. Русская варварская война на Украине, а до того в Сирии, Ливии, Грузии и в Чечне обнажила злобный имперский характер Российской Федерации для всего мира.
Эта агрессия в том числе дала повод для обсуждения давно назревшей проблемы внутренней империи России, в которой Москва доминировала над многими коренными нерусскими нациями. Это подводит нас к предмету сегодняшнего обсуждения, к вопросу о деколонизации России. Они уже это делают. Ну, то есть там огромную роль играет тоже переписывание истории, что у латышей многие не считают, что во время Советского Союза все было плохо, хотя, ну, я вот, например, изучив эту информацию, я поняла, что что-то они там напридумывали себе и непонятно, то есть вообще откуда-то взялась позиция. Сталина приравнивают к Гитлеру, коммунизм приравнивают к фашизму. Слава Вороне. Смерть врагам. Латвия. Un es no aptuveni 5 gadu vecuma iemācījos, ka Latvijā ir divas sabiedrības. Ir mūsējie latvieši un ir okupanti. Un jau starp bērniem bija naids starp šīm divām grupām. Un tas naids nav beidzies, jo okupanti vēl joprojām nav aizvākušies. Ну и вот такая риторика идет на постоянной основе. Это на уроках истории, это где-то кто-то сказал, где-то там по телевизору что-то было, где-то там еще что-то, книга там, бла-бла. И вот когда много-много вот таких вот факторов вокруг, они все формируют у человека определенную позицию. То есть у меня в самое долгое время тоже было типа, что там это СССР, это что вообще, ну типа что-то не очень как-то звучит. Расскажи, пожалуйста, про то, где сейчас Саша Дубьяга? Ну и все нормально, говорят полицейские. Россия партнер Европейского Союза и Латвии. Ему сменили меру пресечения, он сидит дома, ну там с комендантским часом, подписка о невыезде, и обвинение с него все еще не снято. То есть, ну, условно говоря, его могут держать очень долгое время вот так вот, то есть он просто будет не способен будет вообще что-либо делать, ну и суда как бы непонятно, будет он или не будет. И так на самом деле сейчас со всеми политзаключенными, кого-то выпустили, кого-то до сих пор держат в тюрьме, и кому-то не предъявляют обвинения, кому-то там еще что-то. Они просто, ну вот они говорят, что вот там статья у тебя 74.1, а потом они сажают, а потом начинают искать доказательства, они их не находят. А потом из-за того, что они просто не знают, что делать, ну вот они продолжают затягивают, да, с целью, санкции все остаются, имеется в виду, там подписка о невыезде, нужно постоянно отмечаться, затягивают и, грубо говоря, так человека изолируют. Ограничивают его действия. А статья 74.1, это по которой Сашу, собственно, как раз арестовали, да, это геноцид, преступление против человечности, мира и оправдание военных действий до 5 лет лишения свободы, если что. То есть он был в СИЗО, у него был обыск, он был в СИЗО, насколько я знаю, там у него в какой-то момент паспорт пропал, то есть еще неизвестно, где его документы. Но это мама его говорила в интервью. Вот. Безусловно, подавали на апелляцию, то, что я знаю, апелляцию отклонили, потому что он может сбежать как опасный преступник. Вот. И в итоге в июне, да, подписка о невыезде, да, и надзор. Вы связь, соответственно, с ним не поддерживаете? Вообще ни с кем, просто потому что, ну вот те люди, у кого какие-то дела, и у них есть адвокаты, они говорят, не общайтесь вообще между собой, вообще, поэтому... Ну, им это может быть, да, им это может быть опасно, пока они находятся там. По этой статье, да, геноцид, преступление против человечности, оправдание военных действий, 74.1, вообще много знакомого народу именно село. Ну вот Владимир Линдерман сейчас сидит в тюрьме по этой статье. Если я не ошибаюсь, Руслан Панкратов тоже. Вообще, на самом деле, это такая статья, то есть ее приписывают, ну, сразу же, как только ты выражаешь какие-то положительные там, эмоции или слова, говоришь в поддержку России или там что-то негативное о Украине. Во-первых, это разжигание межнациональной розни, а во-вторых, оправдание геноцида, преступлений против мира и человечности. В общем, так. Тяжело на самом деле с этим всем, потому что, ну, грубо говоря,
они интерпретируют, вот, например, что было с Сашей. Он просто вышел с российским флагом, сказал речь про ветеранов. Ни более, ни менее. То есть там даже ничего про Россию не было. Тем не менее, они это просто интерпретируют так, как они это интерпретируют. Вот сразу, типа, тебе оправдание геноцида, и по этой причине тебя будут сажать в тюрьму. И так происходит вообще со всеми, кто им просто не угоден или не нравится. Причем, как я понимаю, формально 10 мая он имел право это делать. Вот что там за история с датами? Дело в том, что 8 и 9 мая объявили днем траура в связи с жертвами на Украине, и была запрещена, то есть там музыка, фейерверки и любая советская символика. Снимай. А что прикрывать? Я извиняюсь. Да. Женщина, я с вами. А что прикрывать? Вот это день памяти погибших в Украине. День памяти? Это у вас! У кого? Я не знаю. Украина. Я в шоке. Это у вас, а у нас День Победы. 9 мая, День Победы всегда был, 70 лет. А сейчас у вас сегодня стал, за 2 месяца. Вчера в Латвии был день скорби и солидарности с Украиной. Вот цветы клали не к украинскому флагу, а цветы клали, собственно, к памятнику освободителям, о котором мы уже давно говорили. Освободителям Риги и Латвии от нацизма. Ну, во-первых, про российскую, русскую символику ничего не было сказано. То есть там это запрещали флаг Советского Союза, звездочки красные. Там было видео, где беременную женщину, ее хотели арестовывать за то, что ее маленький сын был в пилотке. При том, что пилотка как бы она не со звездочками, ничего, а просто, то есть вот как шапочка и все. Это уже не люди, это в оболочке. Вы же такую зарплату не получаете, чтобы так вот душу продавать. Невыгодная сделка. Да он молодой, он другую историю читал, у него же история переписана. Ну да, уже мозги повернуты не туда. Да. За георгиевские ленточки забирали. Просто за георгиевскую ленточку здесь. Просил просто, чтобы она ленточку положила куда-то не видно. Подождите, одна вам так глаза эта ленточка режет? Ну и значит, если люди жалуются, значит получается. Кто жалуется? Ну, позор! Что вы делаете? На 10 число это не распространялось. Да, не распространялось, но и тем более это не была советская символика. И как вот я также читала, что он даже специально выяснял, Да. может ли он выйти 10 числа с этим флагом. Да, запрета на использование российского флага никогда не было. У нас на самом деле много людей, у кого дома просто есть флаг России там, или герб, например. И никогда не говорилось, что это запрещено. А по поводу твоей подруги, собственно, которые пришли, и ты поняла, что ты следующая. Что ты можешь говорить про нее, и что ты знаешь про нее, чем у нее все закончилось? Как оно сейчас? Насколько мне известно, любой человек вообще, у кого что-либо происходит, даже если им дают подписку о неразглашении, они в любом случае имеют право говорить, что им предъявляют и за что. У нее после этого всего оказалось, что к ней приехали из-за того, что ей в комментариях какой-то латыш написал, что тебя и твою семью нужно отправить в газовую камеру, она ему ответила, тебя и таких, как ты, нужно ссылать в Сибирь. Вот, и, собственно, ему, конечно же, ничего не было, это и так понятно, потому что если ты говоришь что-то плохое в сторону русских, то ты молодец. А если ты что-то плохое сказал в сторону латыша, то все, ты злой русский, расист, фашист, все. И, собственно, у нее как называют? Рашист? Еще как называют? Рашист. Как там нас зовут, так сказать? Там очень нехорошие слова, я думаю, такое не стоит я говорить. поняла, подцензурные, хорошо, понял. То есть у нее изъяли технику, через какое-то время она смогла ее забрать. Техника была, не то что поломана, но там просто какие-то были с ней неполадки, и пришлось мастера вызывать. И потом как-то все, молчок. То есть непонятно, что дальше. Хотя у нее в деле тоже там было несколько статей, не только разжигание там этой межнациональной розни. У нее в итоге ограниченные действия, как-то там под подпиской, не знаешь? Она пыталась им туда вообще звонить,
И ей просто не отвечали. Сначала не отвечали, а потом заблокировали ее номер. Неплохо. Ну, цирк, и я не знаю, как это еще назвать можно. Да. Слушай, а что ты знаешь про тюрьмы в Латвии и про то, как там сидят те, кого по 74.1 закрыли? К политическим заключенным очень плохо на самом деле относятся. То есть там очень часто происходит такое, что вот, как я сказала, то есть их сажают по надуманным причинам, а там и на них всячески воздействуют для того, чтобы они свою вину признали. И вот, ну, например, Кирилл Федоров, если вы о нем слышали, его в тюрьме, ну, пытали. На Сашу тоже говорил он, что как-то воздействовали на него именно, ну, эмоционально, ментально. Кто это делает? То есть у нас здесь, в России, есть слово «активисты», да? Ну, некий актив, который аффилирован с... Ну, фильмы тоже советские это показывают. К сожалению, эту практику не удалось до конца изжить. Кое-где есть эти перегибы. Ну, вот. В Латвии также, или условно это непосредственно, грубо говоря, там, ну, не руководство, я имею в виду, там, это надзиратели, тот самый актив. Кто этим занимается? Ну, вот этого, честно, я не знаю. Но сокамерники? Бывает и такое, что переводят в камеру, где сидят условно убийцы, которые там, ну, агрессивно себя ведут, для того, чтобы этого человека потом, ну, не убрали. Об этом рассказывал, по-моему, ну, другой заключенный, то есть он к теме России не относится, это было несколько лет назад. Ну, и такое отношение, в принципе, ко всем политзаключенным, просто на самом деле Латвия — это бандитская страна, и, ну, действительно бандитская. То есть там законы, они все работают, ну, как правительство само пишет себе законы для того, чтобы можно было делать, что они хотят. А вот если ты как-то это замечаешь и пытаешься что-то против говорить, тогда, ну, ты отправляешься в тюрьму. Ты не боишься это говорить так открыто? Сейчас здесь? Нет, я здесь себя чувствую в полнейшей безопасности. Ну, как бы у меня статус беженца, я не думаю, что мне грозит попасть туда-обратно. Да я бы не хотела, если честно, вообще нет. Я бы хотела, чтобы наши все, вот просто все оттуда бы уехали сюда. Россия большая, места здесь много, мне кажется, что, ну, это, конечно, в моих таких мечтаниях, но потому что, как я уже сказала, дальше будет хуже. Дальше везде будет хуже. Расскажи про то, как ты непосредственно выезжала с территории Латвии, и как тебя встречали уже на российской стороне, встречи со спецслужбами и с погранцами, как это было, чем кормили, я знаю, да, как обращались. И самое главное, как проводили, выпустили, да, как это было вообще эмоционально для тебя, для них, вопросы, ответы, и как у нас. Ну, я, во-первых, уезжала не через латвийскую границу, а через литовскую, потому что на латвийской меня бы не выпустили. Ну, сначала посидела в Беларуси, а потом уже поехала на границу. Я, честно, я не знаю, то есть я могу это рассказывать или нет, ну, вот именно по части, то, что у меня было там с пограничниками, с ФСБшниками, мы с ними пообщались. На самом деле, такие хорошие ребята, очень классные люди. Меня накормили, мне принесли кровать, там постоянно, там вам в туалет не надо, там все хорошо, там бла-бла-бла. Это пограничники или ФСБшники? Или все? И все. Все? И то есть, ну, я была приятно удивлена. Шаурму покупали, ролтосик. О, это мило. Не каждый день такое услышишь про наших доблестных пограничников и ФСБшников. Ребята, вообще респект. Что сказали-то, вот прям прямая речь? Первое, вот что сказали тебе? Было так, добро пожаловать в Россию. Вот, ну, это просто там была такая ситуация, что меня как бы приняли, составили там какие-то документы, мои данные записали, и потом планировалось отправить меня обратно в Беларусь, ждать ответа, то есть возьмут меня в Россию или не возьмут. И так получилось, что прямо на следующий же день меня отправляют в Псков и говорят, там, у вас завтра уже документы будут готовы. Я просто такая, А ты там у них ночуешь, ешь, спишь, да? Да. А что за человек за тобой следил? Мне сначала одна
знакомая рассказала, что вот у тебя там стояла машина, сидел в ней человек, а она его видела, то есть он за ней тоже как бы наблюдал, она тоже, ну, по политической теме. Вот, и потом я об этом рассказала своему папе, а он там за неделю до этого ко мне домой приезжал, и, ну, и он говорит: подожди, а какая была машина, как там это выглядело? Я спросила у знакомой, она сказала, он говорит: я его тоже видел, когда приезжал к тебе. Вот, и потом мне рассказывали знакомые, которых на допросы забирали, что им показывали мои фотографии, но не только как из интернета, а вот, ну, с улицы сфотографированы. Ну, вот такие вот дела. Почему ты так уверенно говоришь, на чем основаны твои убеждения, что НАТО там по уши в руководстве Прибалтикой? Да, ну, во-первых, из-за того, что у нас премьер-министр гражданин, в первую очередь, США. Он родился, кстати, в одном то ли штате, то ли городе с Байденом. Потом в какой-то момент... В Америке, да? Да. То есть, неплохо. Президент немецкий гражданин. Они, кстати, вот Каринч, это премьер, и Левиц, президент, они учились вместе в одном учебном заведении в Германии. Насколько я знаю, у Левица был учитель, который, ну, антикоммунист, и он там много работ писал, лжеработы, так сказать, по поводу Советского Союза, то есть какое-то очернение там и все такое. Ну и вот такие там люди. И, ну, идейно подготовленные. Да, такой, да? В Эстонии то же самое, то есть президент, гражданин Америки. Ну, я не думаю, что это просто так. Это в первую очередь, на что стоит обратить внимание. Ну да, действительно. Ну, а потом еще просто вот подумать, стала бы такая маленькая Латвия, такая маленькая Эстония или Литва просто так, ну, грубо говоря, тявкать на Россию, то есть не имея вообще ничего. За собой. Да. У них есть полная уверенность в НАТО, в Америке. Вот так. Где сильнее русофобия, в Латвии или в Литве? Тут я не могу сказать. Мне кажется, что в принципе там на одинаковых уровнях. Потому что вообще в России всегда считалось, и по ощущениям было, что в Литве. Может быть, это был какой-то период времени, сейчас уже не так, но было мнение, что Латвия все-таки к нам как-то помягче. Хотелось бы, чтобы это было так, но ненависть там везде приблизительно на одном уровне. Расскажи коротко про украинских беженцев и как Латвия принимала. Беженцы, ну, многие из них себя ведут неадекватно. Это не только в Латвии, это вообще везде, куда они приехали. Но я не хочу грести всех под одну гребенку, потому что я прекрасно понимаю, что есть и нормальные люди. И вот я не понимаю, почему так происходит, что это за дележка такая. Ну вот как раз-таки нормальные люди, которые реально едут за помощью, им никто не помогает. Ну там волонтеры ими занимаются. А вот те, которые приезжают там вот так вот с этими... Громче всех кричат. Да, вот им, у них как-то вроде бы и пособие им там платят, и еще что-то. Прикинь, граждане Украины что-то своровали, охранник не пускает, они кричат, что они граждане Украины. Смотри, выскакивают. Ну, на самом деле, в Латвии там заявлено было, что на них там выделяется там 100-200 миллионов евро, там бла-бла. А в итоге через несколько месяцев им даже бесплатные обеды отменили, потому что нет денег. После 1 июля могут быть расторгнуты договоры с гостиницами о размещении украинских беженцев, заявил мэр Риги Мартин Штакис. Самоуправление городов сами принимают у себя беженцев, жители, просто обычные люди принимают у себя беженцев дома, обещали выплачивать по 500 евро или по 300 или по 500 евро за одного беженца. Я просто разговаривала с людьми, кто принимал, они говорят, никто ничего не заплатил. Но тем не менее людей, которые принимали, было много. То есть там в основном им реально помогает не государство, а обычные люди. У нас волонтеры ими много занимались. Вот. Но при этом вся Рига, например, увешана украинскими флагами. То есть украинских там гораздо больше, чем латвийских. Это тоже моментик не особо понятен. Там граффити везде нарисованы, вот эти вот желто-синие. Сейчас
как мы знаем, очереди стоят из России на границе Грузии, Казахстана. Но это связано с мобилизацией. Да, с мобилизацией, с необходимостью помочь фронту, с объективной ситуацией на фронте. Но, тем не менее, вот стоят очереди тех, кто хочет. Вторая волна, назовем это так, потому что сначала эмигрировали товарищи, не согласные с политикой государства, да. Миролюбивые. Сейчас, да. Вот, сейчас такая ситуация. Твое мнение, и что бы ты им сказал, учитывая, что ты эмигрировала как раз сюда, к нам, в Россию? Вот на эти процессы как ты смотришь? Я считаю, что нам всем пора понять, что здесь ведется война против нас и ведется война на уничтожение. То есть Россию хотят разгромить. Я много с кем на эту тему разговаривала, ну, вот это возвращаясь к деколонизации, так сказать. Там же реально хотят разбить на там разные эти государства, потому что тогда будет проще воровать. Ну, это очень, ну, это достаточно понятно. Подчинить, да. Да. Ну, это так называемая атомизация. Угу. Да. И, ну, я, например, я не хотела бы, чтобы это произошло. Я думаю, что люди-патриоты, те, которые действительно любят свою страну, Россию, они бы тоже, наверное, этого не хотели. И мне кажется, что развалить Россию на маленькие кусочки, было бы, наверное, даже хуже, чем было в 90-х. Ну, кому-то это хочется. Да, просто, к сожалению, мы до конца еще не поняли, что существование России никому не выгодно, и на самом деле просто, скажем так, наши оппоненты, наши недобрые коллеги, они в принципе не хотят, чтобы мы существовали. Да. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза – наша мысль и философия. Поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура для них представляет опасность и искусство, поэтому пытаются их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угрозы. Конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. То есть тут даже не идет вопрос о том, чтобы соответствовать ожиданиям, понравиться, заслужить доверие, доказать, что мы хорошие, а не плохие, отречься от своей страны, показать, что я хороший, я правильный русский. Да, не сработает. Вот это не сработает, потому что такого вопроса в принципе не стоит, о том, чтобы нас любить и о том, чтобы мы существовали, у нас были территории. Но вот как я это вижу, что к нам уже давно, просто скрыто, сейчас открыто, относились всегда как к бедному, невежественному родственнику, который по каким-то неведомым причинам сидит на больших ресурсах, у которого, ну, грубо говоря, он со своей рожей в калашный ряд, да, при этом у него газ, у него ресурсы, мы от него зависим, но вообще-то он лицом не вышел. И было бы здорово, если бы он где-нибудь, так сказать, ему бы и кирпич на голову упал, а наследство отошло бы более достойным, более, так сказать, прогрессивным, демократичным. Вот, кстати говоря, о демократии, мне хочется сказать, что, наверное, Россия даже будет более демократична, чем Европа. Возможно, для кого-то сейчас это прозвучит шокирующе, но это действительно так. То есть просто почувствовав это там, когда ты, ну, грубо говоря, ты вообще ты не можешь выразить свою точку зрения. То есть я видела такое явление, как Навальный, я видела такое явление, как этот Максим Кац. То есть вот эти вот все а-ля оппозиционеры, которые не критикуют не с точки зрения предложения решения вариантов, а просто для того, чтобы, ну, условно, там, собрать какую-то аудиторию для того, чтобы просто понегативить. И то есть, ну, вот эти люди, они существовали долгое время, и никто им ничего не делал. То есть там уже просто переходили какие-то границы, ну,
на данный момент. Так что да, я могу с уверенностью сказать, что Россия более демократична, чем Европа. Провокационный вопрос, чтобы точно было понятно, что мы не беседовали сегодня с агентом спецслужб, засланным казачком. Чей Крым? Да, ты угадала. Наш. Вопрос. Чей Крым? Наш. Наш. Чей? Ну, Россия, наш. Русский. Ну, русский, да. К кому бы ты хотела обратиться и что сказать? То есть, возможно, варианты. Можно соотечественникам своим здесь, да, к русским. Можно к латышам, может быть, прозревшим, не прозревшим. Кого бы ты хотела либо поддержать, либо к кому обратиться? Вот обратись к кому-нибудь вот на эту камеру. Я бы вообще хотела обратиться ко всем людям, кто еще сохраняет здравый рассудок, что пришло время объединяться нам, потому что ну, мы понимаем, к чему все идет. Все идет к тому, что нас хотят уничтожить, и во избежание этого нужно не убегать из страны или еще что-то. Нужно объединяться, быть всем вместе. У нас есть наши ребята, которые воюют на фронте. Мы должны здесь изнутри давать им поддержку. Какую угодно, но уж точно не негативить. Мы должны как бы консолидироваться все вместе. И здесь уже речь идет не про власть, не имеет значения то, как вы к власти относитесь. Имеет значение сами мы, люди, и то, как мы друг к другу относимся в первую очередь. Поэтому я просто хочу обратиться вообще ко всем, кто меня сейчас слушает, что давайте быть людьми, давайте оставаться человечными в первую очередь. Вика, спасибо тебе огромное за честный рассказ. Вот, ну чего, будем работать, вот, бороться. И спасибо, что пригласили. Спасибо.